Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские товарищи и друзья, я всех вас сердечно приветствую в России, на этот раз в Республике Татарстан, в столице республики, в Казани. Это очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Регион этот может гордиться своими людьми, трудолюбивыми, талантливыми и своими темпами развития. Хотел бы вновь, теперь уже лично, поздравить вас, дорогой друг, всех наших китайских друзей, дружественный китайский народ с недавно отмечавшимися юбилейными датами. Имею в виду 75 лет образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических связей между нашими странами. За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер. После прошлогоднего рекорда в взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативные внешние воздействия, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе-августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%. По китайской статистике есть небольшая разница, но в целом тенденция позитивная сохраняется. Последовательно осуществляются практические договоренности, достигнутые по итогам наших переговоров в Пекине в мае и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях. Здесь, в Татарстане, построен и новый логистический центр, которому присвоено имя Дэн Сяопина, который этот центр используется для грузоперевозок между нашими странами. Крепнут и гуманитарные связи. Проводятся мероприятия в рамках перекрестных годов культуры. Всего их планируется более 400 с обеих сторон. Растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены. Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России, в Москве, в Кремле. Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. Мы ценим традиционно высокий уровень российско-китайского взаимодействия в БРИКС. За годы нашей совместной работы авторитет нашего объединения и его влияние возросло. И мы намерены дальше укреплять эту организацию. Сделали все, что от нас зависит в ходе нашего председательства, чтобы так оно и было. Сегодня, после нашей беседы, за ужином встречаемся в кругу лидеров государств-участников БРИКС, впервые в новом расширенном составе. Закончил только что разговор с президентом Бразилии, господина Лулой. Ну, как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет 4 часа только по местному времени, как-то негуманно, но он все-таки настаивает, говорит, нет, я хочу лично принять участие, хотя бы по видеоконференции. Вот, и хочу передать вам от него самые лучшие пожелания. Рад возможности сверить с вами часы перед саммитом, переговорить и по двусторонней повестке, и по международной проблематике. Благодарю вас. Спасибо большое. Добро пожаловать.
尊敬的普京总统， Уважаемый президент, 亲爱的老朋友， мой дорогой давний друг, 很高兴 очень 被 рад 你邀请来 по 到 вашему 俄 приглашению 罗斯古城 приехать в древний город Казань 出席金砖国家 на 领导人 16-й саммит 第 БРИКС. 16次会晤。这也是今年我同 Это 你的 также наша третья по счету уже встреча с начала текущего года. 金砖会议选择在喀山举行， Саммит БРИКС проводится в Казани. 在了解喀山的情况， Я много узнал об этом городе. 让它为这次会议召开 И 赋予的意义。 я знаю, что этот саммит имеет большое значение. 400年前， И мне стало известно, что 400 лет назад Великий Чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишанский чай везли именно в Россию. 本月初我同总统先生 В начале текущего месяца мы обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины установления типа отношений. 回首走过的路， За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуации, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Мы вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах ни присоединения, ни конфронтации и ни направленности против третьих сторон. Новую эпоху. 我和总统先生 Уважаемый господин президент, мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле. 双方秉持 Обе страны 永久 привержены духу вечного добрососедства и дружбы, 全面战略协作、 всестороннего стратегического взаимодействия 互利合作， и взаимовыгодного сотрудничества, 不断深化 постоянно укрепляют 全面战略协 и расширяют многоплановое и стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество во всех сферах, и тем самым придают мощный импульс национальному возрождению и модернизации, 为增进 вносят 人民福祉、 крупный вклад 维护 в дело благосостояния населения двух стран и защиту международной справедливости. 当前 В условиях 世界 невиданной за столетия тектонической трансформации 国际形势 международная ситуация переживает серьезные перемены и потрясения. Но это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой многовековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга Китая и России как великих держав. БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации широкого развивающегося мира и стран с формирующимся рынком. Он выступает системообразующим фактором формирования равноправной, упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации. 明天将举行， Открывающийся завтра саммит БРИКС 这是金砖国家 станет 年后的 первым саммитом после расширения объединения 对于推动 и будет иметь огромное значение для продвижения сотрудничества Большого БРИКС. 俄罗斯作为主席 Мы высоко оцениваем проделанную Россией огромную работу в рамках своего председательства. 大金砖合作 И это 开局顺利， значительно 中方对 поспособствовало успешному началу сотрудничества в рамках Большого БРИКС. Мы это высоко оцениваем. 先生和各国 Ожидаю обстоятельного разговора с коллегами по БРИКС, в первую очередь и с вами, на тему дальнейшего развития нашего объединения, что позволит не только консолидировать позиции, посылать позитивный сигнал о солидарности и сотрудничестве, но и расширять широкомасштабное стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество в рамках объединения, открывать тем самым дополнительные возможности странам глобального юга и вносить больше вклад в дело построения сообщества единой судьбы человечества. Спасибо.